Ветер переворачивал опавшие листья ночных улиц, а свет от фонарей едва освещал край дороги, на которых одиноко припарковались пару авто. В моменте какое-то свечение заполнило дальнюю часть улицы, а звук трансгрессии разбавил пугающую тишину, что зависло в воздухе. Едва отчетливый силуэт существа очень низкого роста, держа в руках новорожденного ребенка, направлялся в сторону здания через дорогу. Все уже давно тихо спали в своих кроватках, поэтому они не могли заметить, как в дрожащих эльфийских ручонках малышку принесли в приют миссис Коул. От жилой улицы его отделял пустой дворик, за чугунными воротами по обе стороны которого вился дикий виноград. Унылое квадратное здание приюта ограждала высокая решетка, а пол прихожей был выложен однообразной бело-черной плиткой. Все эти детали свидетельствуют о том, что средства и усилия попечителей, а также миссис Коул ограничиваются лишь поддержанием чистоты и порядка в учреждении. Несмотря на ограниченность финансов, дети регулярно получали все необходимое для их умеренного пребывания в приюте. Здесь заботились о их здоровье и обучали основам магии, а раз в год они даже отправлялись на природу и жили в палатках на берегу озера. Однако, чтобы дарить бедным сиротам в достаточной мере заботы и тепла, ни у миссис Коул, ни у ее двух нерадивых помощниц не хватало ни сил, ни терпения. Не лучшее место для пребывания, но единственное, в котором могли понять ее и уберечь от сторонней опасности. Когда миссис Коул приняла младенца, она сразу же поняла, что ребенок носит в себе особую темную магию. Она решает скрыть ее корни и принадлежность к роду, чтобы предотвратить возможное внимание и опасность со стороны последователей Волдеморда. Оградив ее от внешнего мира, она попыталась дать ей шанс на нормальную жизнь. Миссис Коул, будучи опытной волшебницей, обучает Ариану магии и навыкам для выживания в мире волшебства в домашних условиях. Она приходит к выводу, что для безопасности девочки лучше избегать общественных мест и школ волшебства до тех пор, пока она не достигнет зрелого возраста, и ее магические навыки будут достаточными, чтобы себя защитить. Ариана сидела на краю кровати и смотрела на вот-вот открывшуюся дверь. Она знала, что сегодня ей исполняется 18 лет, и она наконец сможет покинуть это место, которое за столько лет стало ей хоть и вынужденным, но единственным домом. Миссис Кол зашла с тортом в руках и, поставив его на прикроватную тумбу, села на кровать рядом с Арианой. «Сегодня твой день, Ариана. Я знаю. Сегодня я смогу уйти отсюда и объедаться сливовым мороженым, когда я этого захочу». Коул молча улыбнулась секунду, после чего улыбка сползла с ее лица и, положив руку на плечо Арианы, вздохнула. «Тебе грустно покидать это место?» «Немного, ведь я провела здесь всю свою жизнь, хоть и отсчитывала дни, когда сбегу из приюта. Но ты всегда при желании сможешь нас навещать. Спасибо. Мне важно было это услышать. Послушай, у меня есть кое-что для тебя». Ариана с тревожностью взглянула в ее сторону. Коул держала в руке конверт и черного цвета дневник. «Что это?» «Эти вещи, которые были и при тебе, когда тебя оставили. Письмо из школы волшебства и дневник твоего отца. Он пользовался ним, когда был здесь». «Мой отец был здесь?» «Да, много лет назад. Так вот почему со мной случались все эти странные события. Думаю, да. Много лет назад твоего отца привели ко мне в приют. Поэтому я думаю, что это место для тебя было выбрано не случайно. А это письмо – приглашение вступить в школу чародейства и волшебства Хогвартс, к которому прилагается список необходимых вещей. Я хотела отдать тебе его, когда ты будешь готова». «Спасибо. Но что мне дальше делать? За тобой уже пришли». Дверь с большой неохотой приоткрылась, будто бы ее толкал сквозняк из соседнего окна, и в нее еле-еле протиснулся эльф. Это была Винки, таща за собой чемодан размером с нее саму. «Добрый день, госпожа Реддл. Нам пора. А чего вы решили, что я с вами пойду? У вас нет выбора. Мне было велено вас сюда принести и, когда настанет время, забрать в дом ваших родителей. Но раз других вариантов никто не предлагает, то я, пожалуй, соглашусь». Кола одобрительно кивнула. «Возьми меня за руку». Ариана, прикоснувшись к ладони эльфа, почувствовала холод, который быстро распространился по всему телу. Земля резко начала уходить из-под ее ног. Еще немного, и она бы потеряла сознание. В глазах потемнело, и уже через одно мгновение Ариана лежала лицом на газоне перед ступеньками дома, на улице держа за руку Винки с чемоданом за спиной, а впереди было поместье Редлов.